Привет, с вами Назарий, и сегодня я покажу, как сделать вот такой вот материал из стекла. Я его на днях закинул себе в Telegram, просто чтобы спросить, вот интересно ли. И, собственно, люди показали то, что это им интересно. Вот поэтому сегодня мы будем брать и из вот такого вот простенького знака, вообще это может быть любая SVG-шка, что угодно. Вот мы будем, собственно, делать то стекло, которое я показал. Ну и вообще это стекло, оно работает хорошо и на каких-то других объектах, например, на вот таком вот геймпаде, если посмотреть. То есть там его можно покрутить как-то, посмотреть просто с разных сторон. Ну и в целом такой достаточно интересный материал стекла, который я назову, наверное, как-то Digital Glass. Пусть это будет называться как-то так, потому что я чаще всего замечал, как это работает именно в таком вот применении, где-то в диджитале. Вот, поэтому, да, такое вот модненькое стекло мы сегодня будем делать. Ну и вообще оно будет выглядеть не только так, у него будет еще вот такой вот вариант, где это будет чисто там розовое стекло, там, например, или любого другого цвета, который вы вообще захотите, но просто как вариант есть еще вот такой вот. Поэтому давайте, собственно, начинать. Я возьму... Открою вот этот вот, ну, скажем так, пустой знак. Вы можете что угодно сюда использовать. Но я вообще рекомендую использовать что-то наподобие такого. Оно все-таки стекло, как-никак, оно работает всегда по-разному. Поэтому, если вы хотите такой же результат, как и у меня, то, не знаю, скачайте какой-то SVG-логотип. Примерно там что-то похожее, линейное, не суть важно. Или какую-то иконку. И просто делайте. Вот. Вот этот пьедестал, он, по сути, тут не особо нужен, но просто я его уже решил создать. Что вообще надо перед этим всем сделать? Надо сделать небольшие приготовления. Во-первых, сделать вот такой вот объект просто на фон. Вообще любой можно просто взять там, ну знаете, как обычно, поднять из плейна такую вот стенку. И тут, по сути, просто отключить материал, просто чтобы он был ровно черный. То есть тут нам никакого цвета на фон не надо, потому что стекло — это дополнительные преломления, точнее, фон. Это дополнительное преломление для этого стекла, а нам надо, чтобы, по сути, работал только свет. Вот, и по поводу источников света, то тут всего лишь 3 Area-лайта, один из которых не так уж и важен на самом деле, но, по сути, вот 3 Area-лайта вот в таких вот местах, которые имеют, ну, достаточно большую силу, 10 тысяч, но это в зависимости от размера сцены. Вот, а потом HDRI-карта, она у нас, по сути, сильно много чего не привносит, потому что... Ну, это я так уже для разнообразия добавил, чтобы какие-то маленькие блики добавить, но если мы отключим, например, то, ну, как вы видите, особо ничего не поменялось. Это так уже для каких-то мелких деталей, поэтому можете даже без какой-то HDRI-карты это делать. Вот, это, по сути, все приготовления. Ну и еще в новом блендере 4.2, по-моему, добавили новый Color Management, именно профиль цветовой, вот, который называется Chronos PBR нейтральный. Я использую его, но, по-моему, работает это также и с AGX классическим. Если поставить, например, High Contrast. Ну, не совсем так, но все-таки чуть-чуть работает. Оно в филмике. Ну, в филмике это немножко другая история. Ну, в общем, я рекомендую использовать Chronos PBR. Он такой достаточно насыщенный. Вот, мне он нравится. Поэтому Medium High Contrast, Chronos PBR. Вот. Так, да, и давайте начинать. Собственно, перейдем в объект. Включу, собственно, просто наш обычный вот этот вот материал. И давайте, собственно, создадим новый материал. То есть, что мы сделаем сначала? Для начала я вот этот вот output возьму, оттащу. Так, затем создам еще один Principal BSDF и сразу добавлю 2 Mix шейдера, потому что нам нужно будет между собой их смиксовать. Mix Shader 1, Mix Shader 2. Вот. Далее мы добавляем Glass BSDF. Вот так вот, подключаем его. Так, давайте вот тут вот так, вот тут вот так. Здесь мы подключаем вот так вот. Тут мы поставим силу небольшую, потому что это будет такая домесь, я бы сказал, металла. Просто чтобы сделать чуть-чуть другим именно наш вот этот вот материал, его вид. Ну, в конце я покажу, что каждая деталь, на самом деле, она здесь прям очень сильно влияет. Вот, и как мы будем вот здесь вот разделять вот эти два шейдера, мы это сделаем с помощью ноды, которая называется Light Pass. И подключим мы ее к фактору через глубину луча, то есть Ray Depth. В общем, не суть. Вот, и так, вот теперь мы получаем пока что вот что-то вот такое. Теперь нам надо это все модифицировать. И мы начнем с
Так, да, не Glass BSDF, извиняюсь, Refraction BSDF, уже путаю немножко, потому что я много экспериментировал именно с этим материалом. Вот, и тут мы выставляем для начала тот цвет, который мы хотим использовать. Ну, плюс-минус в моем случае пусть это будет вот такой вот розовый. Так как я показывал это все на розовом, пусть будет розовый. Roughness мы ставим 350, то есть 0.35. IOR мы ставим двоечку, то есть 2000. Далее, здесь мы, давайте... скопируем этот материал, вставим сюда. Может быть, чуть-чуть его посветлее сделаю, буквально немножечко. Как-то. Может быть, вот так вот. Давайте его теперь скопируем вот сюда. У нас появилась вот такая вот прям розовая штука. Здесь мы roughness поставим тоже 0.35. А здесь поставим 0.25. Вот. Сейчас я эти все параметры просто, по сути, копирую и вставляю, но так как я уже сказал, то, что это были такие прям эксперименты, что ли, по этому материалу, ну вот приходится работать именно с теми значениями, которые я уже подобрал, которые мне кажутся удачными. Вот. А затем IOR мы здесь ставим 0.55. Здесь мы ставим то же самое, 1.55. Далее. Первый у нас вот этот вот Principal BSDF, это будет стекло, поэтому Transmission мы выкручиваем на максимум. Затем, что нам надо сделать? Давайте возьмем и создадим, собственно, ноду Layer Weight. Layer Weight. Затем Color рампу. И затем математическую ноду Mass. Ну вот, и здесь выберем Multiply. Таким образом мы будем усиливать свечение. Сейчас мы будем добавлять emission. Нам надо, чтобы это немножечко подсвечивалось. Поэтому, так, сразу же Layer Weight Fresnel к фактору. И давайте здесь... так, 482. А здесь 0.487. Вот, теперь оно так плотненько получилось. Затем мы возьмем color к value подключим, а здесь поставим 0.7. Подключаем это все к, собственно, силе эмиссии. Если мы нажмем Ctrl-Shift и класснем левой кнопкой мыши, мы увидим на самом деле то, что достаточно немного захватывает вот этот вот layer weight, но даже с таким вот небольшим, что ли, добавлением света стекло кардинально меняется. Опять Ctrl-Shift, левая кнопка мыши на Mix Shader. Далее, что мы делаем? Цвет мы, в принципе, белый оставляем, как он и был. Затем здесь нам надо добавить металлик 0.86. То есть, вы видите, мы уже очень близки к тому результату, который я показывал. Вот, и теперь, по сути, вот именно розовое стекло, которое я показывал, оно, по сути, готово. Вот я вроде как ничего не забыл, все сделал как надо. Но у нас же был вариант, где это все было чуть-чуть таким более синим. Ну, даже таким фиолетовым, что ли, более такой диджитальный, что ли, с интересными такими бликами. Как это сделать? В новой версии блендера мы можем это сделать. В старой, наверное, тоже можем, но более таким вот... что ли, тоже экспериментальным методом. Благо сейчас Blender позволяет нам взять и использовать вот такую вот вкладочку, которая называется Thin Film. Вот, и что мы сюда добавим? Мы, во-первых, создадим две ноды Value. Shift-D, дублируем. В первую ноду Value мы напишем 160. Во вторую мы напишем, так, 5, 765.760. Вот. И теперь мы подключаем Value вот этот сюда, вот этот сюда. Затем мы переходим в Thin Film вот сюда. И мы подключаем, опять же таки, это сюда, а это сюда. Вот, хорошо. И в принципе, что мы имеем? Мы имеем, по сути, тот же самый материал. Давайте только сравним его. Так. Вот этот немножечко потемнее, этот немножечко посветлее. И в принципе, я думаю, то, что давайте IOR чуть-чуть изменим. Сюда то же самое. И последнее, что мы можем изменить, это вместо вот этого белого вставить какой-то сероватый цвет. Например, вот тут C4, C4, C4. Ну, то есть вот здесь вот вы можете его оттянуть, просто чтобы это свечение было не таким
ярким, и чтобы оно не прям выбеливало, что ли, вот эти наши объекты. И таким образом мы получили тот материал, который я показывал изначально. Здесь можно еще, кстати, сделать вот такую вот интересную вещь. Вы можете металлик взять на 0, выкрутить, и вот этот вот IOR, который мы... IOR и вот этот, ну, для вот этого thin фильма, мы его, собственно, сюда же добавили, и теперь, когда мы понизили металлик, мы видим, опять же таки, какой-то интересный такой необычный эффект. Поэтому, да, собственно, можете начинать пользоваться этим материалом. Вообще, я бы еще ему, конечно же, добавил какой-то интересный, собственно, roughness, просто чтобы это выглядело еще чуть более современно. Например, что-то, давайте там детали добавим. Тут более отчетливо это сделаем и подключим к roughness сюда, к roughness сюда. И вот мы получаем, опять же таки, что-то такое вот интересное. Тут, конечно же, надо еще это все докрутить и, да, смотреть, как это лучше вообще будет провернуть. Но таким образом вы тоже получаете какие-то такие вот дополнительные интересные эффекты. Вот, которые можно потом будет использовать где угодно. Ой, не то выключил. Так, да, и опять же таки, если мы глянем, например, на вот этот вот объект, давайте ему перенесем вот то стекло, которое мы только что сделали. Так, Ctrl-L, Link Material. Так, этот выключу. Вот на таком объекте это еще интереснее выглядит, когда есть какая-то шероховатость, какие-то трещины. Вот, и все в этом духе. Ну, думаю, дальше у вас уже фантазии хватит самим это все доразвить так, как вам это надо. Вот, и в принципе, если вы зададитесь вопросом, а зачем все это было проворачивать, что ли, с такими вот смешиваниями. Ну, смотрите, давайте, если я сейчас буду отключать материал по одному, вы увидите разницу. То есть мы отключили Refraction, получили вот это. Отключили вот это Principal BSDF, получили опять вот это. Отключили там вот это, оставили только вот этот металлик, получили металлик. Давайте без металлика. Ну, это стекло, да, но опять же таки в нем, ну, немножечко другой вид, как вы видите, в конечном итоге. Вот, или здесь там просто через фактор, но опять что-то другое получается. То есть каждая деталь, несмотря на то, что она, скажем так, смешана, что ли, с чем-то другим, она имеет свою важность в этом вот стекле. Поэтому, да, то есть даже если мы там какой-то вот это вот emission отключим, хотя, казалось бы, да, вот сколько у нас, вот видите, совсем немножечко вот здесь белого, которое там дает этот цвет. То есть если мы его отключаем силу на 0, опять это совсем другое стекло. Поэтому каждая деталь, собственно, в этом материале, она важна. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду дальше продолжать как-то экспериментировать, искать какие-то новые подходы к привычным вот, собственно, вещам. Этот файл вы сможете получить, перейдя ко мне в Telegram-канал и там его скачав. Я, ну, как-то хочу этот Telegram уже развивать, там я время от времени что-то пишу, в принципе, общаюсь с людьми. Вот, а если вы захотите меня как-то поддержать более финансово, можете, опять же таки, получить этот материал, скачав его там у меня, купив его у меня там на Гамроде, он там будет стоить какие-то там копеечные деньги, но если прям возникнет такое желание, то, конечно же, вы можете это делать. Вот, с вами был Назарий, если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях внизу, я постараюсь вам на них ответить. Всем спасибо, всем пока.